Представь обычную кухню в ливийском городе. Женщина открывает кран, наливает в чайник воду, ставит на плиту. Все как везде, только вот эта вода старше пирамид, старше колеса, старше первого поля, которое человек засеял пшеницей, старше самого понятия государства. Когда эта капля падала с неба, еще никто не строил городов. Мамонты доживали свое в Северной Евразии. Сахары как пустыни не существовало. На месте самых сухих песков планеты паслись стада антилоп, в озерах плескались бегемоты, а по берегам ходили люди с гарпунами и ловили рыбу. Эта вода запомнила все, и теперь она в чайнике. Сейчас закипит и уйдет паром. Эпоха, которую никто больше не увидит. Ученые называют такую воду фасильной, ископаемой, мертвой, потому что ее никто не восполняет. Дожди, из которых она собралась, шли 10 тысяч лет назад, или 100 тысяч, или миллион. И новых таких дождей здесь уже не будет, по крайней мере при нашей жизни, и при жизни наших детей, и их праправнуков. Под самой сухой пустыней мира лежит подземный океан. Его называют Нубийским водоносным слоем. По объему это как 1,5 Каспийских моря, спрятанные под песком. 4 страны – Ливия, Египет, Судан и Чад – сидят на нем как на общей кладовой и медленно ее опустошают. Сегодня я хочу рассказать не просто про геологию. Я хочу показать, что под нашими ногами не вода, под нашими ногами целый мир, который умер. Замурованный в песчанике дождь той эпохи, когда Сахара была зеленой, и каждый глоток из ливийского крана, каждый помидор, выросший на египетском поле в пустыне, это буквально прошлое, которое мы допиваем. Устраивайся поудобнее, мы сейчас спустимся вниз, очень глубоко вниз, и одновременно очень далеко назад во времени. Начнем с масштаба, потому что цифры здесь такие, что в голове они не укладываются с первого раза. Нубийский водоносный слой занимает площадь примерно 2 миллиона квадратных километров. Это больше, чем площадь Мексики. Больше, чем Западная Европа целиком. Если бы это было государство, оно вошло бы в первую десятку крупнейших стран планеты. Только вот это государство под землей, и вместо жителей у него вода. Общий объем воды в этом резервуаре, по разным оценкам, от 150 тысяч до полумиллиона кубических километров. Чтобы это стало понятно, давай переведем знакомые вещи. Нил, великая река, за целый год выносит в море около 80 кубических километров воды. Значит, только самой скромной оценки Нубийского слоя хватило бы, чтобы питать Нил почти 2000 лет. Каждый день, круглый год, без остановки. Байкал, наше главное пресноводное чудо, содержит около 23 тысяч кубических километров воды. Нубийский слой – это 6 или 7 Байкалов, спрятанных под самой безжизненной пустыней планеты. Теперь представь эту картину. Ты стоишь посреди Сахары. Вокруг раскаленный песок до горизонта. Ни травинки, ни тени. Температура за 50. А под тобой на глубине от пары сотен до 2000 метров тихо лежит вода. Огромная масса воды, больше, чем в некоторых морях, и об этом почти никто не знает. Как ее вообще нашли? История получилась почти случайной. В 50-е годы 20 века в Ливии и в Египте начали активно бурить скважины, искали нефть. И в одном месте попадалась нефть, а в другом бур уходил в песчаник, и оттуда вдруг начинала бить вода, пресная, чистая, посреди абсолютной пустыни. Сначала никто не мог поверить, думали, локальная линза – случайный карман. Но чем больше бурили, тем яснее становилось. Это не карман, это система. Огромная, единая, уходящая по 4 страны сеть насыщенных водой пластов песчаника. Как будто кто-то залил под пустыню гигантскую губку. Геологи назвали ее Нубийской, по названию древнего песчаника, в котором она лежит. Это порода, которую формировали реки еще во времена динозавров, 100 миллионов лет назад. Тогда здесь были совсем другие реки, другие берега, другие животные. Песок оседал слоями, потом эти слои опустились глубоко под землю, спрессовались, превратились в пористый камень. А потом, спустя десятки миллионов лет, эти пустоты заполнила вода. Но не та вода, которую когда-то приносили динозавровые реки, она давно ушла. Заполнила его совсем другая вода, и это самое поразительное. Потому что когда ученые наконец поняли, откуда она, они не сразу поверили себе.
Есть один вопрос, который сразу возникает у любого нормального человека. Ладно, лежит вода под пустыней, ну и что? Может, туда потихоньку просачивается дождь откуда-то с гор? Может, это вечный ресурс, просто скрытый от глаз? Именно так и думали первые исследователи, пока не научились воду датировать. Дело в том, что у воды есть паспорт, внутренние часы, которые записывают ее возраст. Работают они на изотопах, специальных версиях обычных атомов, которые распадаются с известной скоростью. Как в археологии по углероду-14 определяют возраст костей дерева, так по изотопам можно определить возраст воды. Точнее, сколько лет прошло с тех пор, как эта вода в последний раз соприкасалась с атмосферой, то есть выпала дождем или снегом. Для относительно молодой воды используют углерод-14. Он работает до 50 тысяч лет назад. А для очень старой воды применяют более экзотические штуки. Хлор-36, криптон-81. Эти изотопы позволяют заглянуть вглубь на миллион лет, иногда и дальше. Ученые взяли пробы из разных скважин по всему Нубийскому слою. И то, что они получили, перевернуло представление об этом резервуаре навсегда. Верхние слои воды, те, что лежат ближе к поверхности, оказались относительно молодыми, им от 5 до 10 тысяч лет. По человеческим меркам это дремучая древность, время, когда только начинали строить первые города в Междуречье. Но для геологии это буквально вчера. Дальше, глубже, в воде 30 тысяч лет, 50, 100. На больших глубинах пробы показывают возраст в 200, 300, 400 тысяч лет, а в самых нижних, самых древних горизонтах до миллиона лет. Миллион. Эта вода выпала дождем, когда по Африке ходил человек прямоходящий. Не сапиенс, наш вид, а совсем другой человек, который еще не знал огня в том виде, в котором знаем его мы. Наши далекие-далекие предшественники видели эти облака и этот дождь. И вот что важно понять. Вся эта вода лежит не как в стакане, слоями, где верхняя свежая, а нижняя старая. Она как геологическая летопись. Каждый горизонт как страница в дневнике планеты. И на каждой странице записано: в такую-то эпоху над этой землей шли дожди. Иногда сильные, обильные, частые, иногда редкие. А потом наступала засуха, и на тысячи лет запись обрывалась, пока над Сахарой снова не собирались тучи. Ученые восстановили эту хронологию. Оказалось, что за последние миллион лет Сахара была зеленой как минимум несколько раз. Не пустыня меняла настроение, планета меняла климат. Земная ось едва заметно колеблется, орбита чуть-чуть меняет форму. Муссоны сдвигаются на север или на юг. И каждый раз, когда муссоны заходили далеко в Африку, Сахара цвела, а потом снова умирала. Последний такой зеленый период закончился совсем недавно по геологическим меркам, всего около 5000 лет назад. И это была не просто чуть более влажная пустыня, это был совсем другой мир. Мир, в который стоит войти отдельно. Потому что именно оттуда пришла та вода, которую сегодня качают из ливийских скважин. И если ты хочешь узнать, как выглядела Сахара, когда по ней бродили гиппопотамы, а люди рисовали на скалах пловцов, подпишись на канал, чтобы не пропустить следующую часть, где мы туда и отправимся. Потому что дальше будет странно. По-настоящему странно. Итак, представь, 5,5, 6, 7 тысяч лет назад. То есть буквально вчера по геологической шкале. Мы переносимся туда, где сейчас лежит Сахара. И не узнаем это место совсем. Здесь нет пустыни, от слова «совсем». Здесь саванна. Такая же примерно, как сегодня в Кении или Танзании. Высокая трава до пояса, островки акаций и вода. Много воды. На месте нынешней Ливии и Алжира лежат огромные озера. Одно из них, палеозеро Мегачад, было размером примерно с современное Каспийское море, крупнейшее замкнутое водное тело на планете. Сегодня от него остался маленький осколок, озеро Чад, которое к тому же стремительно высыхает. А тогда это была настоящая внутренняя пресноводная громадина посреди Африки, с песчаными пляжами, с камышами, с рыбой. По этой саванне текли реки, настоящие, полноводные, с поймами и притоками. Спутниковые радары, которые умеют видеть под слоем песка, обнаружили под сегодняшней Сахарой целую сеть древних русел. Это как рентген пустыни. Смотришь на снимок и видишь, что мертвый песчаный океан на самом деле весь пронизан следами того, что здесь когда-то текло. Реки шириной с Волгу. Дельты размером с небольшую страну. Все это было, и все это высохло. А по этим рекам и по берегам этих озер жили животные. Не верблюды, привычные пустынные жители, совсем другие. Гиппопотамы, которые лежали в мелководье, крокодилы, греющиеся на солнце, слоны, приходящие на водопой.
Жирафы, антилопы огромных стад, счет которых шел на сотни тысяч. Львы, которые за этими стадами охотились. Страусы, носороги. Все это ходило там, где сегодня только песок, скорпион и ветер. Все это оставило кости. Кости находят до сих пор, иногда целые кладбища. В долине Вади-эль-Хитан в Египте, которую иронично называют долиной китов, лежат скелеты древних китов. Это, правда, еще более старая эпоха, 40 миллионов лет, когда здесь плескалось море. Но и потом, когда моря уже не было, эти места оставались влажными. Кости бегемотов, крокодилов и рыб находят в местах, где сегодня температура летом достигает 50 градусов, а воды нет вообще. А еще там были люди. Обычные, современные люди, наши прямые предки, такие же, как ты и я. Только жили они не в городах, а маленькими группами вдоль берегов. Ловили рыбу гарпунами с костяными зубцами. Такие гарпуны находят по всей Сахаре, посреди песка, в местах, где до ближайшей рыбы теперь 1000 километров. Собирали моллюсков в озерах, пасли скот. Первые в истории пастухи Африки жили именно здесь, и они рисовали. Наскальные рисунки Сахары – это одно из самых поразительных собраний древнего искусства на планете. В пещерах и на скалах тысячи, десятки тысяч изображений. Стада коров, которых пасут люди с длинными посохами, танцы, охотничьи сцены и среди всего этого сюжеты, которые в пустыне не имеют никакого смысла. В плато Гильф-Кибир на юго-западе Египта есть пещера. Ее называют пещерой пловцов. Открыл ее в 20-е годы 20 века венгерский исследователь Ласло Алмаши, тот самый, чья история легла в основу английского пациента. Он искал древние караванные пути, а нашел пещеру, на стенах которой люди изображены плывущими, настоящими пловцами, с поднятыми руками, вытянутыми ногами в характерных позах. Эти рисунки сделаны примерно 8000 лет назад. Здесь, в сердце самой сухой пустыни планеты. Значит, тогда было где плавать. И было это настолько привычным, настолько повседневным, что люди рисовали пловцов, как мы рисуем машины или дома, как что-то само собой разумеющееся. И вся эта вода, та, в которой плавали древние египтяне, та, из которой пили гиппопотамы, та, что заполняла озера размером с моря, она никуда не исчезла бесследно. Она ушла вниз, просочилась, впиталась и тихо легла в песчаник на глубину сотен метров. Именно тогда в основном и заполнялся нубийский водоносный слой. Верхние его горизонты – это дожди, которые видели те самые пловцы. Дожди, которые падали в озеро Мега-Чад. Дожди, которые видели крокодилы, гиппопотамы и первые пастухи Африки. А потом все кончилось. И вот как это произошло. Погибло все удивительно быстро. Ни за миллионы лет, ни за сотни тысяч. По разным оценкам, превращение зеленой Сахары в пустыню заняло от 1 до 3 тысяч лет. То есть за время, сравнимое с историей одной цивилизации, гигантский кусок Африки прошел путь от саванны до безжизненных песков. Причина климатическая, но пусковой механизм тонкий. Все дело в наклоне земной оси. Он непостоянный. Он медленно колеблется с периодом примерно 21 тысяча лет. Это называется прецессией. И вот когда наклон оси в северном полушарии максимальный, летнее солнце над Африкой светит сильнее. Земля прогревается. От перегретой суши поднимается воздух. На его место с юга приходит влажный муссонный воздух с Атлантики и с Индийского океана. Муссоны уходят далеко на север, к самому Средиземному морю, и над Сахарой идут дожди. Именно так возникали зеленые периоды. Земля чуть иначе поворачивалась к Солнцу, и пустыня зацветала. А потом ось медленно возвращается. Солнце над Африкой светит чуть слабее, прогрев меньше. Муссоны уже не дотягиваются так далеко, и пустыня возвращается. Но возвращается не плавно, она возвращается почти скачком. Почему? Потому что растительность держит влагу. Пока есть трава, пока есть деревья, они удерживают воду в почве, испаряют ее обратно в воздух, поддерживают локальный влажный микроклимат. Это работает как самоподдерживающаяся система. Пока есть растения, есть дожди. Пока есть дожди, есть растения. Но стоит этой системе достаточно сильно ослабнуть, и она обрушивается. Растения гибнут. Голая земля поражает больше солнца обратно в космос. Локальные дожди прекращаются. Оставшиеся растения гибнут еще быстрее. Земля превращается в песок. И песок – это ловушка. Он не удерживает воду. Он пропускает ее вниз или отражает обратно. С этого момента пустыня – это уже не следствие климата. Это причина. Она сама себя поддерживает. Именно это произошло с Сахарой примерно между 5 и 4 тысячами лет назад.
Озера начали высыхать, реки пересыхать, стада уходить на юг. Люди тоже. Многие исследователи считают, что именно исход из высыхающей Сахары привел к тому, что вдоль Нила начали концентрироваться беженцы. И именно из этой концентрации родилась первая цивилизация – Древний Египет. То есть цивилизация, которая нас поражая пирамидами, возникла среди прочего потому, что рядом умирал огромный зеленый мир. Но вернемся к воде. Дождь, который падал в зеленой Сахаре тысячи лет, просто так не исчезает. Часть его испарялась, часть уносили реки. Но огромная доля просачивалась вниз, сквозь почву, сквозь рыхлые верхние слои, сквозь песок. И упиралась в песчаник. Тот самый нубийский песчаник, который сформировался еще во времена динозавров. Пористый, как губка. Вода заполняла пустоты между зернами и медленно двигалась вглубь. По уклонам пластов она уходила туда, где было ниже, и скапливалась в огромные подземные линзы. А сверху этот резервуар оказался прикрыт. Не везде, но во многих местах, плотными глинистыми и мергельными пластами. Они работают как крышка, вода вниз проникла, а обратно через глину к поверхности испариться уже не может. Так же, как термос удерживает горячий чай, пласты глины удерживают древний дождь. И вот, когда пустыня наверху стала мертвой, окончательно безводной, эта нижняя вода оказалась замурованной. Дождь, который ее мог бы пополнить, больше не идет. Просачивание с поверхности минимальное, каплями в десятки тысяч раз медленнее, чем скорость, с которой ее сегодня выкачивают. Практически не восполняется. Ученые называют такую систему фосильным водоносным слоем, ископаемым, потому что вода в нем невозобновляемый ресурс, как в обычной реке или даже в большинстве подземных источников. Это исчерпаемое хранилище, как нефть, как уголь. Один раз наполнилось природой очень давно, и теперь оно только пустеет. И вот тут начинается самая тревожная часть истории, потому что 4 страны уже 20 век подряд пьют из этого хранилища так, будто дно никогда не покажется. Что происходит, когда все-таки покажется, мы поговорим дальше. Первым по-крупному стал качать Каддафи. В 80-е годы он объявил проект, который сам назвал «Восьмым чудом света» – «Великая рукотворная река». По-английски Great Man-Made River. Это самая большая ирригационная система на планете. До сих пор. Идея простая до безумия. В глубинах Сахары под Южной Ливией лежит океан пресной воды, а почти все население страны живет на узкой прибрежной полосе у Средиземного моря, где воды практически нет. Значит, надо соединить одно с другим. Огромными трубами. Масштаб библейский. Проложили около 4000 километров бетонных труб диаметром 4 метра. В каждую такую трубу можно спокойно въехать на грузовике. Пробурили сотни скважин глубиной 500, 700, 1000 метров. Построили насосные станции, водохранилища, распределительные узлы. Оценки стоимости проекта расходятся, но речь о десятках миллиардов долларов по тогдашним ценам. Каддафи хвастался, что это делается без единого зарубежного кредита, на деньги от нефти. И это работало. Вода пошла на север, в Триполи, Бенгази, Сирт. Из безводных пустынных скважин пресная вода тысячелетней выдержки потекла в кухонные краны, на поля, в фонтаны. Ливия получила питьевой ресурс, о котором большинство соседних стран могли только мечтать. Считалось, что этой системы хватит на 50-70 лет, по разным оценкам до 100. А потом пришел 2011 год. Гражданская война, иностранное вмешательство. И в один из моментов НАТО нанесло удар по заводу, который производил трубы для Великой рукотворной реки. Официально цель была военная. Неофициально до сих пор спорят, что именно там было. Но факт. Главная гражданская инфраструктура страны получила ощутимый удар. Часть системы восстанавливали годами, что-то не восстановили до сих пор. С Каддафи можно относиться как угодно, но с точки зрения управления водой он сделал вещь, которую не решился никто другой. Он превратил древний резервуар в национальный проект, и, возможно, именно потому, что этот резервуар слишком заманчивый, его судьба стала еще и геополитической. Дальше по цепочке – Египет. Египет запустил проект Тошка, он же Новая долина, в конце 90-х. Идея та же – взять воду, частично из Нила, частично из подземного слоя, и превратить кусок пустыни в цветущий сад – мечта фараонов. К 2000-м стало понятно, что мечта окупается плохо, часть земель забросили, но качать воду не перестали. Судан и Чад качают меньше, у них меньше денег, меньше техники, меньше населения в тех регионах, но и они уже подсели.
И вот главное. 4 страны – Ливия, Египет, Судан, Чад – делят между собой один общий резервуар. Никто из них не может достоверно знать, сколько выкачивает сосед. Никто из них не заинтересован ограничивать себя, пока сосед не ограничивает. Международных договоров, которые бы жестко регулировали нубийский слой, по сути нет. Есть рамочные соглашения о сотрудничестве, но реальных квот и контроля нет. Это классическая трагедия общего ресурса. Пока пастбище общее, каждый пастух старается пасти как можно больше своих коров. В итоге пастбище съедается. Уровень воды в скважинах падает, медленно, но неуклонно. В некоторых районах Ливии на метр в год, в некоторых районах Египта быстрее. Чем ниже уровень, тем труднее качать. Насосы должны поднимать воду с большей глубины, а это дороже и энергозатратнее. Плюс на большой глубине вода часто становится более соленой, растворяет минералы, которые в верхних слоях ее не касались. Ее надо чистить. Чистка стоит денег. Скоро в некоторых регионах она станет стоить дороже, чем сама вода. По разным моделям, при нынешних темпах выкачивания рабочего ресурса нубийского слоя хватит от нескольких десятков до нескольких сотен лет, в зависимости от того, какой регион и какая скважина. То есть при нашей жизни, скорее всего, кризис еще не наступит, а вот при жизни наших внуков уже вполне может. И это не фантазия, это арифметика. И вот что важно понять напоследок. Даже если сейчас, прямо сегодня, все 4 страны перестанут выкачивать воду, она не восполнится. Дождей в Сахаре как не было, так и не будет. Следующий зеленый период по орбитальному циклу примерно через 15 тысяч лет. И то, если мы своими выбросами не поменяем всю климатическую машину планеты. Так что буквально каждый глоток воды из скважины в Ливии, каждый помидор на египетском поле в Тошке, каждый чайник, который кипит на кухне у той женщины, с которой мы начали разговор, это глоток мертвой эпохи. Того мира, где ходили бегемоты и где 8 тысяч лет назад люди рисовали пловцов. Мы его допиваем. Есть в этой истории что-то, что не отпускает. Не как ужас катастрофы, а как тишина после большой утраты. Вода под нашими ногами старше всего, что мы знаем, старше языков, на которых мы говорим, старше богов, в которых мы верим, старше самой памяти человечества. Она видела мир, которого мы никогда не увидим. Мир, где нынешняя самая сухая пустыня была самым цветущим местом. И этот мир не исчез бесследно, он просто провалился вниз, замуровался в песчанике и стал ждать. Ждать 1 000 000 лет, ждать 500 000, ждать 100 000. Дождался нас, и мы его выкачиваем. Есть в этом ощущение почти неприличное, как будто мы разбираем какой-то очень старый, очень бережно упакованный чужой архив. Читаем письма, которые нам не адресованы, тратим наследство, которого никогда не собирали. Но, может быть, стоит перевернуть эту мысль другой стороной. Мы – короткие гости в очень длинной истории. Сахара уже была зеленой, и была пустыней, и снова зеленой, и снова пустыней. Много раз. Что-то в этих циклах длиннее человека, длиннее народа, длиннее любой памяти. И в этом длинном ритме нубийский водоносный слой не окончательный конец. Просто пауза. Долгая пауза. Когда-нибудь ось Земли повернется снова. Муссоны снова дотянутся до Сахары. Пойдут дожди, появятся озера. Кто-то, не мы, кто-то другой через десятки тысяч лет снова увидит, как гиппопотам заходит в воду там, где сейчас песчаная дюна. И начнется новая история воды, новая летопись дождей. Только она уже будет писаться без нас и без нашего чайника на кухне. Может быть, самое честное, что мы можем сейчас сделать, это хотя бы знать. Знать, что мы пьем. Знать, чей это дождь. Знать, что каждая капля из ливийского крана – это одинокий след эпохи, из которой к нам почти ничего больше не дошло. Ни озер, ни рек, ни стад, ни пловцов на скалах. Только вода. Только этот тихий, темный, огромный подземный океан. И воспоминание о зеленом мире, замурованное между пластами песчаника. Если тебе понравилось это путешествие, оставь лайк, поделись видео с тем, кому тоже нравится смотреть под поверхность вещей. И подписывайся на канал, впереди еще много таких историй. Истории, где под самой простой водой из крана вдруг оказывается 1 000 000 лет. А в комментариях напиши, если бы у тебя была возможность хоть на день оказаться в зеленой Сахаре, что бы ты пошел смотреть в первую очередь? Озеро Мега-Чад, стада жирафов или скалу, где неизвестный художник рисовал плывущего человека и еще не знал, что через 8 тысяч лет там будет только песок. Спасибо, что был рядом до конца. Береги воду, она старше, чем кажется.